Доброго дня суток, дорогие друзья, а с вами канал Дань Памяти. Советское оружие и русская фанера, неистребимая саранча, вскрыватель консервных банок. А почему их так называли немецкие солдаты, мы узнаем дальше в видео, поэтому оставайтесь с нами и не переключайтесь. Итак, поехали! Гитлеровцы весьма ценили многие образцы вооружения советской армии, а реактивная установка залпового огня «Катюша», прозванная немцами сталинским органом, и вовсе вызывала у противника ужас из-за своей поражающей мощи. Немцы довольно быстро оценили советский пистолет-пулемет Шпагина ППШ, который они прозвали «маленький пулемет». Особенно ППШ ценился в подразделениях СС. По результатам доклада командира дивизии СС «Викинг» Феликса Штайнера Генриху Гиммлеру в Германии в 1943 году было даже налажено серийное производство модифицированных «Папаш», как их называли советские бойцы. Переделанный ППШ стал называться у гитлеровцев МП-40Р. Пистолет-пулемет Шпагина превосходил немецкий МП-40 по ряду параметров, делал 900 выстрелов в минуту против 500, имел большой объем магазина, 71 патрон против 31, был прост и надежен. Правда, был и один минус: его антикоррозионная обработка оставляла желать лучшего. В мемуарах одного из пилотов Люфтваффе Ганса Руделя, в частности, делается оценка самолета русских ВВС. Гитлеровцами еще в гражданскую войну в Испанию были оценены боевые качества советского истребителя, прозванного немцами за зловредность, как крыса. Суперкрысой с 1942 года они именовали одномоторный истребитель Ла-5, на котором летал советский ас Иван Кожедуб. Советский истребитель МиГ-3 был основным ночным истребителем ВВС СССР в Великую Отечественную войну. Немцы прозвали его Иваном. Маршал авиации Константин Вершинин вспоминал, какими впечатлениями делились пленные немцы о налете на их позиции ночных бомбардировщиков У-2, который переименован в ПО-2 после смерти его создателя Поликарпова Николая Николаевича в 1944 году. У нас же он известен как кукурузник. Гитлеровцы окрестили данный самолет железным густавом из-за того, что он оказался неуязвим для немецких зениток. У У-2 были и другие немецкие прозвища: швейная машинка из-за специфического звука работы двигателя, ночной фельдфебель заставлял бодрствовать ночами, и русфанер. Часть деревянного фюзеляжа ПО-2 был обшит фанерой. Еще один советский самолет-штурмовик Ил-2 немцы называли «цементная бомба», а также «чума», «черная смерть». Мясник, по воспоминаниям ветеранов ВВС СССР и Люфтваффе. В Ил-2 удачно сочетались огневая мощь, хорошая маневренность и броневая защита. Вес брони штурмовика достигал почти тонны. А как характеризовало 76 миллиметровую пушку ЗИС-3 немецкое издание Die Welt? Всякий, кто попадал под огонь батареи советских дивизионных орудий ЗИС-3, всегда поначалу слышал звук, напоминающий трещотку, и только потом раздавался грохот выстрела. Более чем 6-килограммовый снаряд до 3-километровой цели долетал всего лишь за 9 секунд. Советские артиллеристы звали пушку залпом имени Сталина по аббревиатуре орудия. Но это еще что, есть же еще и основное советское оружие в те годы. В своих мемуарах практически все гитлеровские солдаты и офицеры, сталкивавшиеся на войне с атакой советского гвардейского реактивного миномета БМ-13 «Катюша», оставили о сталинском органе воспоминания, изобилующие подробностями ужаса восприятия подобного обстрела. Огонь БМ-13 уничтожал всю технику и живую силу на больших площадях. Начальник генштаба сухопутных войск вермахта Франц Гальдер в своем дневнике описал дебют сталинского органа. Звук залпа «Катюши» напоминал гитлеровцам звучание данного музыкального инструмента. Примечательно, что по воспоминаниям Гальдера до 14 июля 1941 года, когда БМ-13 обстрелял занятую немцами железнодорожную станцию Орша, гитлеровцы о существовании «Катюш» вообще ничего не знали. Залп реактивных минометов 14 июля уничтожил все эшелоны с пехотой вермахта и боевой техникой. Плавился металл, горела земля, записал тогда Франц Гальдер.
Немцы очень ценили советский легкий танк Т-60, прозванный ими как неистребимая саранча. Он был маневренный, выпускался в больших количествах, работал на бензине, и когда дефицитное топливо заканчивалось, в боевых условиях наши танкисты часто бросали машины. Немцы трофейный Т-60 охотно использовали для своих целей. Мышиное прозвище Микки Маус у гитлеров получил советский танк БТ-17. Открытые люки на башне машины напоминали мышиные уши. Героя популярного до войны мультика, легендарную 34-ку Т-34, немцы именовали потрошителем, адской машиной и смутьяном. А лучший тяжелый танк Великой Отечественной войны КВ-1 призраком. Мощный и отлично бронированный КВ-2 получил прозвище «Бронированный монстр», а способную одним выстрелом уничтожить бронированную машину противнику ИСУ-152 называли вскрывателем консервных банок. А на этом наш список подошел к концу. Но это далеко еще не весь список. Пожалуйста, если вы знаете какие-то названия, то поделитесь этим в комментариях. Всем будет интересно. А на этом я вынужден попрощаться с вами. До новых встреч, дорогие друзья.